Что делать после абьюза? Часто человек понимает, что он находится в разрушительных отношениях, он из них выходит, и, казалось бы, свобода, но проблемы только начинаются, потому что пока ты был в этом абьюзе, у тебя сформировалось определенное такое травматическое жертвенное поведение. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня мы поговорим о 5 важных вещах, на которые нужно обратить внимание после того, как ты выходишь из абьюзивных отношений. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая вещь, на которую важно обратить внимание, после того, как ты выходишь из абьюзивных отношений, ты часто находишься в диалоге с абьюзером во внутреннем. То есть ты оправдываешься, вспоминая какие-то его оскорбления, претензии, какие-то такие вот вещи. Что в этот момент происходит? Ты не находишься в моменте здесь и сейчас, ты находишься в прошлом. Ты погружаешься в эту травму, в эти травматические переживания и начинаешь внутри у себя в голове беседовать с человеком, которого сейчас рядом нет. В этот момент у тебя портится настроение, пропадает энергия, ты не включен в актуальные какие-то процессы. То есть ты все еще остаешься в этом абьюзе, хотя фактически ты от него уже освободился. В таком случае нужно, во-первых, замечать, что да, сейчас я вовлечен в какую-то мысленную жвачку. Вот сейчас я опять разговариваю с человеком, которого здесь рядом нет. И потом нужно себя обрывать и переключаться на какие-то актуальные процессы. Желательно, чтобы они были такие жизнеутверждающие, приятные, какие-нибудь, не знаю, хобби, поддерживающее общение. То есть понимать, что со мной происходит и что я планирую в ближайшее свое будущее. Что меня там ждет такого желательно веселенького и интересного. Потому что иначе ты вот в этом диалоге обрекаешь себя на нахождение в этой такой битве, которая не заканчивается у тебя в голове. Это вот как этот вьетнамский синдром вот в фильме «Рэмбо», когда он вернулся с войны, а война у него в голове, и он с ней везде ходит. Вторую вещь, которую мы делаем после выхода из разрушительных отношений, нам нужно вернуть себе право на злость. Потому что с помощью злости мы в том числе можем восстановить свои границы. Когда тебе человек говорит что-то, что тебе неприятно, ты ему говоришь, что мне это не нравится. Если он не понимает, ты позволяешь себе сказать более громче, тверже, более жестче, то есть проявить злость в определенной степени. Потому что часто бывает так, что когда человек находится в разрушительных отношениях с абьюзером, он так много получает этой вот агрессии и злости по отношению к себе, что потом, выйдя из этих отношений, вот хочется, чтобы вообще этого в жизни не было. Я хочу общаться только с людьми, с которыми не нужно противостоять, которые сами угадывают мои желания. А сам противостоять я как будто бы у меня уже сил нет. Но надо понимать, что здоровая злость, здоровая агрессия, которая служит восстановлению своих границ, которая служит защите своих интересов, это важные психические функции. Просто вот этот выход злости должен быть, ну, как сейчас говорят, экологичным. То есть это должен быть здоровый психологический выход злости. Важно это себе вернуть. Третья важная вещь, которую мы делаем после выхода из разрушительных отношений, нам нужно вернуть себе ощущение реальности. Потому что абьюзер часто использует газлайтинг. Это такая манипуляция, которая, ну, грубо говоря, внушает жертве, что вот это ощущение, что со мной что-то не так. Я неправильно чувствую, я неправильно понимаю, я вот контекст неверно чувствую. И люди, особенно мнительные, становятся еще более мнительными. И вот после выхода из разрушительных отношений очень сложно опираться на свои ощущения. Потому что ты, вот эти вот ощущения, они сверх такие тревожные, сверх ты какой-то вот такой ранимый. Опираться нужно на факты, на вот какие-то холодные железобетонные факты, а не на ощущения. Ну вот такой пример. Вас какой-то человек приглашает на вечеринку, но вы заметили, что когда он вас приглашал, в конце он как-то так глаза в сторону отвел, и вот это непонятный такой вот жест вроде бы, который бы другой бы человек не обратил бы на это внимание, вы своей вот этой вот повышенной чувствительностью, такой ранимой, начинаете расценивать, как возможно он что-то от меня скрывает, возможно он не очень хорошо ко мне относится, возможно он хочет посмеяться надо мной. То есть вы начинаете, ну, грубо говоря, накручивать. Так вот, в такой ситуации нужно опираться на факты. Тут железобетонный, холодный, объективный факт, что человек меня пригласил. А что он там имел в виду, вот старайтесь к этому относиться так второкатегорийно. Потому что какое-то время после выхода из разрушительных отношений вы будете сверхчувствительны к разным вот таким полунамекам, каким-то таким недосказанностям и прочим вещам. Поэтому лучше вот на них не опираться. Четвертая важная вещь. Перестаньте объяснять свое прошлое. Часто человек, когда выходит из разрушительных отношений, у него есть вот эта куча сомнений. Может быть, я совершил какую-то ошибку, может, я неправильно поступил, может быть, эта проблема во мне была, может быть, это не вполне был абьюз. И человек старается как-то это дело объективизировать. То есть он пытается доказать это как математическую какую-то вот такую гипотезу. Он читает большое количество, знаете, популярной психиатрической какой-то литературы, смотрит какие-то видео, начинает что-то в голове, там какие-то у него выкладки такие, что вот, ну вот, например, 20% времени он меня как бы оскорблял, 80% времени разговаривал со мной нормально. Или он ни разу не подарил мне подарок, который больше какой-то вот суммы. Старается, ну, как бы в каких-то попугаях как-то вот посчитать и обосновать, по сути, как бы объяснить то, что это был, ну, как будто бы вот такой вот абьюз по всем каким-то энциклопедиям.
Никакая объективизация ваших отношений, она вас никак не успокоит, вы только будете больше в этом сомневаться. Вам важно опираться на субъективные ощущения. Мне в этих отношениях было плохо, и этого уже достаточно. Мне в этих отношениях было плохо, и, соответственно, для меня эти отношения были неподходящие, неприемлемые, там, как угодно можете говорить. Пока вы пытаетесь объяснить себе, возможно, каким-то людям, возможно, этому абьюзеру в своей голове, что да, эти отношения такие были вот таким вот, прям энциклопедическим, таким вот прям как по учебнику абьюзом, чем больше вы пытаетесь кому-то что-то доказать, тем больше вы находитесь в сомнениях, потому что никак не удается это доказать до конца. Нужно просто опираться на себя. Мне это не подошло, мне это не нравится, я этого не хочу, а вот то, что со мной сейчас происходит, это то, чего я хочу. И вообще задаться вопросом, чего я хочу и в какую жизнь, в каком направлении я собираюсь дальше развиваться. Пятая важная вещь, очень сложная. Нужно внутри себя, после выхода из разрушительных отношений, картину мира поменять так, чтобы ты жил не после, а для себя. То есть вспомнить, кто ты, для чего ты живешь вообще, чего ты хочешь, какая твоя концепция счастья, в каком направлении ты хочешь дальше двигаться. Потому что люди часто после выхода из абьюзивных отношений живут как бы в тени этих абьюзивных отношений. Человек не понимает, чего он хочет, и он больше всего хочет просто, чтобы это не повторилось. Предположим, женщина находилась в абьюзивных отношениях, и там абьюз был связан с тем, что мужчина пьет, он алкоголик. Она выходит из этих отношений, и потом у нее цель найти себе человека, который будет вообще не пить. Вот она находит себе человека, который вообще никогда не пил и не пьет, но оказывается, что он, скажем, там, маменькин сынок. И в связи с этим тоже вот она сталкивается с какими-то разрушительными отношениями. Она выходит из этих отношений, находит себе какого-то непьющего сироту, оказывается, что он там в принципе эмоционально нестабильный. И такая вот ситуация может продолжаться бесконечно. Потому что ты не ищешь счастливых отношений. Ты ищешь таких отношений, что в них не было тех ошибок конкретных, которые ты уже допустила. А, к сожалению или к счастью, в мире есть бесконечное количество ошибок, которые мы можем допускать. И такие вот танцы на граблях могут вообще длиться бесконечно. Свобода от абьюза — это не состояние, а динамический процесс, который включает в себя, с одной стороны, выход из этих отношений, то есть такой психологический. Тебе нужно завершить все эти процессы, прожить их, отпустить, проработать какие-то психологические травмы, которые у тебя остались от этих отношений. Опять же, если самостоятельно у вас не удается с этим справиться, вы можете ко мне записаться. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите мне там личные сообщения, мы с вами договариваемся и работаем. С другой стороны, важно понимать, что жизнь — это такой динамический процесс движения к своим каким-то экзистенциальным целям, таким жизненным. То есть, по сути, нужно понимать, что делает вас счастливыми. Насколько вы счастливы сейчас, чего вы хотите, вообще в каком направлении вы будете двигаться. Потому что часто человек выходит из разрушительных отношений, естественно, что сил никаких нет, ты переутомился эмоционально, и вот человек просто как бы замирает. Вот ничего не происходит, просто день сурка, я вне этих отношений, в голове все эти диалоги и прочие эти процессы, ты живешь во всех этих травмах, тебе кажется, что фактически этого человека, который меня разрушал, рядом нет, а ты сам себя продолжаешь разрушать, потому что не произошло вот этого эволюционного какого-то движения. Поэтому, если замечаете себя или кого-то близких в такой ситуации, просто обратите на это внимание, иногда нужно получить определенную помощь. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях, если вы когда-нибудь выходили из разрушительных отношений, с чем вы сталкивались, какие процессы уже, когда вроде бы отношения позади, все еще бурлили в вас, что вам мешало жить и как вы с этим справлялись. Я буду вам благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если эта тема кажется вам важной и видео понравилось, ставьте лайк, я вам буду благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.